Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Владимир Маршак, аудитор, бухгалтер, налоговый консультант. И сегодня я хочу с вами поговорить о финансовом пенсионном планировании и налогов. И, как обычно, в своем коротком видео я дам несколько очень полезных советов. Прежде всего, какая цель финансового и пенсионного планирования? Это прожить всю жизнь без падения в уровне жизни. И что для этого нужно сделать? Для этого нужно, во-первых, знать некоторые базисные вещи и не совершать дорогостоящих ошибок. Прежде всего, о финансовом планировании. Довольно часто клиенты спрашивают меня о том, что насколько опасны инвестиции, не опасны, можно проиграть, нельзя проиграть, то есть это, естественно, отдельная тема. То, что я им говорю, что в любом случае, то есть нужно проверить. Почему? Потому что если вы держите деньги на счету в банке, то это 100% проигрыш. То есть это 100% инфляция съедает ваши деньги, вы не получаете... Соответственно, вы не получаете проценты, инфляция съедает все ваши деньги. То, что касается пенсии. Пенсия сейчас есть и у индивидуальных предпринимателей, и у наемных работников. И люди сплошь и рядом переплачивают административные выплаты, то есть это на иврите называется дмей-ниуль. Вот. Соответственно, теряют тысячи и десятки тысяч шекелей, то есть комиссионные, которые люди платят страховым компаниям и, в принципе, во многих случаях даже не знают об этом, не знают, сколько они платят. На самом деле, обращение к специалисту, либо просто звонок в страховые компании, просьба дать им скидку, может за 5-10 минут сэкономить вам в течение многих лет очень и очень большие деньги. Второй момент – это пицуим. На самом деле, многие люди вытаскивают пицуим из, своих пенсионных фондов, когда они либо сами увольняются, либо увольняют, то есть и не знают, какое есть влияние на пенсию и так далее. На самом деле, пицуим, во-первых, нужно проверить, сколько ты платишь налогов, и платишь ли ты налоги на пицуим. Но когда даже ты не платишь налоги на пицуим, то получение пицуима из пенсионного фонда влияет на пенсию и влияет на освобождение пенсии от налогов. И третий момент, который я хочу сегодня поговорить, это о пенсии и налогах. На самом деле, если женщине 62 года, а мужчине 67 лет, и они выходят на пенсию, то можно освободить часть пенсии или всю пенсию о налогах. На самом деле это очень и очень актуально, во-первых, для работающих пенсионеров, которые, как правило, переплачивают налоги, и люди, которые имеют большую пенсию или какие-то дополнительные налоги. На самом деле, то есть я скажу так, что если вы пенсионного возраста и платите налоги, то нужно обязательно это проверить, и 80-90%, что можно получить либо скидку, либо освободить вообще пенсионера на часть пенсии или полностью пенсию от налогов. Значит, в очень коротком видео я рассказал о нескольких моментах, которые нужно действительно знать, и которые могут, если правильно их использовать, которые могут сэкономить много и очень много денег. И с вами был Владимир Маршак, аудитор, бухгалтер, налоговый консультант. Пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего доброго и шаббат шалом.